Народ, все, что я скажу дальше, это исключительно мое личное мнение. Доверять ему, не доверять, думайте своей головой. Но все, что я скажу, проверено лично мной в течение 15 лет приготовления шашлыков. Я не профессионал, у меня нет поварского образования, я говорю, как делаю я и как нравится моим гостям и друзьям. Все. И, кстати, данное видео не значит, что через пару лет я еще что-нибудь поменяю, дополню и засниму следующее апдейтнутое видео. Потому что у меня на канале уже было видео про маринады, про шашлыки. Сейчас я расскажу про оборудование, про розжиги и вообще такой, знаете, всеобъемлющий шашлычный ролик будет. Но, опять же, возможно, через 2 года у меня появятся новые знания и желание рассказать о чем-то еще. Но огромная просьба, если у вас какие-то свои есть фишки, наработки, лайфхаки, или вы считаете, что я что-то сказал неправильно, пишите в комменты, я комменты читаю. Итак, народ, что такое шашлык? Для меня шашлык — это все, что угодно, сделанное на углях. Даже если это картошка, значит, это картофельный шашлык. Если это там семга, это значит рыбный шашлык. Я понимаю, что в комментах будут снобы, которые скажут, что только из баранины, только на горной лозе, только на виноградных каких-то там палочках это шашлык, а все остальное это просто жареное мясо. Нет, для меня шашлык — это все, что угодно, сделанное на углях. Но не на газу. На газу это не шашлык, там абсолютно нет. Вот не нужно со мной спорить, но когда мне из доставки приезжает какая-нибудь еда, я сразу откусываю. Понятно, вот эти делают на углях, а вот эти сделали в электрошашлычнице или на газу. Вот есть электрошашлычница, это совсем плохо. Есть уголь, это совсем хорошо, а посередине где-то находится газ. Такого аромата и запаха дымка газ не дает. Но давайте поговорим о мясе. В принципе, шашлык можно делать практически из чего угодно, даже из вот такого прекрасного подножного корма. Поймите правильно, я делал шашлык много из чего, в том числе, например, из мраморной говядины. Но, чтобы вы понимали, вот такой кусок вырезки стоит 4000 рублей. У вас один шампур шашлыка по себестоимости, не из магазина, а по себестоимости будет стоить около 600-700 рублей. Поэтому всякие штуки из серии ягнятина по 1500 рублей за килограмм, там вырезка по 4000 рублей, шашлык из гребешка, шашлык из лобстеров, это мы все опустим. Давайте возьмем, что есть практически в каждом магазине. И, народ, не нужно мне говорить, что в каждом магазине мясном есть баранина и ягнятина. Особенно, знаете, не вонючая, не из старого барана, а ту, которую можно пожарить на углях. Нет. Она, конечно, есть, но она стоит очень и очень дорого. Ну и само собой, такая баранина, которая идет в плов или на тушение, это вообще не шашлычный вариант. Самые популярные варианты — это свинина, это курица и это рыба. Рассказываю о самых популярных ошибках, которые делают мои друзья, когда закупают мясо для шашлыка. По свинине нет ничего лучше свиной шеи. Какую люди совершают ошибку? Они покупают не свиную шею, они покупают карбонат. Сравните. Мраморность свиной шеи, то есть количество жирка внутри волокон, это практически как мраморная говядина, но это обычная свиная шея. И карбонат. Я понимаю, что девочки скажут: фу, жир — это отвратительно, жир — это вкус. И здесь его внутри вообще нет. А здесь прямо все это пронизывается прожилками жировыми. Поймите правильно, делать шашлык можно из чего угодно. Просто когда мясо сухое или рыба сухая или курица сухая, получается сильно менее вкусно, а чтобы вышло удобоваримо, нужно шаманить с маринадами, обмазками, соусами и всяким таким. Абсолютно такая же ситуация и с курицей. Что делают люди? Они покупают куриную грудку, потому что ее удобно разрезать, разделывать на аккуратные кубики, квадратики. Но, блин, она сухая и абсолютно безвкусная. Если есть возможность взять мякоть бедра, сочное, темное, посмотрите, это темное мясо, оно реально темнее, оно сочнее, в нем есть жирок, то обязательно берите мякоть бедра. Спустя 15 лет приготовления шашлыка я не нашел ни одной причины делать шашлык из куриной грудки, если у вас есть доступ к серому мясу. Также не очень удобно делать шашлык из куриных голеней, потому что там кость, она как бы очень долго делается, мясо успевает высохнуть. Сейчас запросто можно практически в любом мясном магазине купить уже срезанное с костей мякоть бедра. Куриные крылья. Без комментариев. Великолепно, сочно. Кожица — это как бы тоже жир.
0 вопросов. На косточке не такие толстые, как голень, жарятся быстро, маринуются быстро. Закусочная великолепная тема. Ну и последнее, что касается рыбы. Тут правило одно, оно очень простое. Жирная рыба – вкусный шашлык. Сухая рыба – невкусный шашлык. Из семги, из лосося, особенно там из пузиков семги и лосося, офигительно получается такая корочка шкварчащая, просто божественно. Вы, конечно, можете попытаться сделать нормальный шашлык из филе трески, предположим, сухое, белое, рыхлое, разваливающееся мясо. Может, у вас получится, но я не знаю как. Лучше брать жирную рыбу. У меня тут кусочек лосося просто для примера. С мясом разобрались, теперь что по размеру кусков? По размеру кусков все очень просто. Нужно, чтобы один кусок шашлыка за раз помещался в рот, но нарезать нужно с учетом, что он процентов на там 15, на 20% он усядет, то есть станет меньше. То есть вот вы берете тот кусок, который вам кажется, вы можете вот так вот откусить, нормально прожевать и съесть, и берете его чуть больше. Примерно вот так и разрезаем. Еще раз посмотрите на мраморность. Это действительно мраморное мясо. Свиная шея the best. И делаем примерно вот такие вот куски. Идеально ровно у вас само собой не получится, но примерно одинакового размера вот такие кубики. Что касается бедер, то я не советую вам париться, как-то их нарезать кусочками. Они просто вот такие куски непонятные, с вынутой костью, все какое-то вот такое раздербаненное. Вы очень упаритесь нанизывать это на шампур, поэтому просто готовьте с решеточкой. Ну, это на самом деле как это, не ортодоксальненько, конечно, но пусть будет. Я понимаю, что кто-то скажет, что решетка это недостаточно благостно, но вы что, шампурная полиция? Я просто разрезаю обычно поперек волокон, как-то вот так, на какие-то кусочки бедрышки. Какая разница, как они будут лежать в сеточке. Видите вот этот вот жирок? Вот этот вот жирок. Не смейте вот этот жирок никуда удалять. Как раз он капает на уголь, он дает дымок и он дает офигенный вкус. 99% вот этого вот жира, оно в итоге закончит на углях в виде дымка. Он не останется вот так висеть. По крыльям я даже вам рассказывать не буду, тут все понятно. Надрезаем, выламываем, режем между косточек. И вот этот вот так называемый пальчик мы вот так вот отрезаем. Он все равно сгорит. Не пытайтесь его зажаривать. Мяса здесь практически нет. Отдайте кошкам, отдайте собакам. Ешь, не думай. О, пальчик куриный. На, держи, я тебе тут положу, Дюшес. Кот Дюша. Что касается рыбки, просто отрезаем вот эту совсем жирную и совсем тонкую часть. Само собой не выбрасываем. Из нее можно сделать такой отдельный маленький шампурчик. Тут же просто срезаем с кожи. Кусманами, кубиками все это дело не нарезаем, просто режем, чтобы туда помещался вот так вдоль шампур. Ну, то есть примерно вот на такие вот кусочки. Следующая часть нашего видео, пожалуй, основная. Это маринады. Мариновать свое мясо или нет? Или хватает соли и перца? Вариантов маринадов миллионы. Смешение разных вкусов. И горчица, и кефир, и вино, и соки, и куча разных специй. Есть только одна ошибка, которую совершают практически все. Я тоже ее совершал. Знаете, в чем она заключается? Люди раз за разом делают один и тот же бред. Они путают жидкий маринад и специи. То есть люди берут, например, литр вина, или литр кефира, или дофига лукового сока, и пытаются туда же накрошить перца, добавить куркумы или еще чего-то, или там лаврового листа. В этом нет вообще никакого смысла. Ну вот смотрите. Люди берут, например, литр кефира, наливают целый литр кефира для того, чтобы замариновать свое мясо. А потом в этот литр кефира кладут не раскрывающие никак свой вкус специи, например, сыпят чуть-чуть кориандра.
Народ, это бред, так делать не нужно. Как делать нужно? Возьмите жидкий маринад, вино, айран, кефир, лук. Да, лук, луковый сок я считаю частью жидкого маринада. Не знаю, там, киви в блендере перемесите, киви и ананас офигенно размягчают мясо, я бы сказал, даже слишком сильно. И замаринуйте свое мясо, замаринуйте его на ночь. Не в киви и ананасе, потому что киви и ананас за ночь разъедят ваше мясо, оно будет вот такое склизкое. Поговорим про кефир, про остальные маринады. Замаринуйте на ночь, дайте пропитаться всему этому делу, дайте пройти внутрь. И потом, буквально за 2 часа до готовки, до приготовления, засыпьте все это дело уже специями, с маслицем, со всеми делами. Нет смысла разбавлять в куче жидкого маринада немножко специй. Дайте им отработать просто потом. Народ, я не говорю, что так делать нельзя, но нужно понимать, что если вы купили розмарина на 100 рублей и напихали его в тазик с маринадом в виде томатного сока, то 95% вашего розмарина останется плавать в этом соке и в шашлык не пойдет. И еще кое-что. Пожалуй, самая распространенная ошибка. Народ, забудьте, если что-то маринуете, о 2 вещах. Об уксусе и майонезе. Уксус – штука хорошая, уксус – консервант. Если вы едете куда-то на рыбалку на 2 дня и шашлык будет лежать у вас в теплом багажнике, ну добавьте пару столовых ложечек уксуса. Но лучше просто заморозить шашлык, чтобы он оставался холодным, в кастрюле обмотать его полотенцем. Будет такая естественная морозилка, он 2 дня в багажнике пролежит холодный. И забудьте о майонезе. Майонез – это холодный соус, я сам грешил, пытался делать с ним шашлыки. Фишка в том, что при нагреве он сразу же начинает расслаиваться и гореть. Это холодный соус. Его можно готовый свой шашлык потом макать в майонез. Не вопрос. Не маринуйте в майонезе, он абсолютно ничего не размягчает. Он жирный, он внутрь мяса практически не проходит и ничего не дает. Он только может сгореть и расслоиться, капать вниз и, собственно, сделать все черным, отвратительным и сгоревшим. Крайне наглядно про майонез. При нагреве майонез расслаивается и выделяет, собственно, масло, выделяет жир. Ну так, собственно, если вам нужно масло и жир, чтобы ничего не подгорело, так добавьте, например, оливковое масло. Нафига вам горелый майонез? Сразу скажу, народ, я не могу советовать вам, что вам понравится. То есть, если вы думали, что я сейчас скажу, один маринад, вот только такой, он офигенный. Нет, повторюсь, маринадов 1000. Я покажу те, которые заходят практически всем. То есть я много экспериментировал там, добавлял кучу копченой паприки, кучу зиры, добавлял там шалфея. Кому-то заходило, кому-то нет. Сейчас я покажу просто те рецепты, которые, ну вот каждый говорит, о, это вкусно, это прикольно. От этого вы можете танцевать уже, варьировать как угодно. Возможно, у вас уже есть свой любимый какой-то маринад. Что касается курицы, это просто дофига чеснока и дофига соевого соуса. Когда я говорю дофига, я имею в виду реально дофига чеснока. Целая горсть чеснока и целый стакан соевого соуса. Вот так. Удобнее всего, кстати, мариновать все это дело просто в пакете. Отвечаю, это самый простой маринад крыльям, который мы вот когда жили там во Вьетнаме, в Таиланде, это вот просто крылья куриные есть везде, в любой стране. Заливаешь соевым соусом, он тоже есть в любой стране, обожают соевый соус. Куча чеснока, чеснок тоже обожают в любой стране, и больше ничего не надо. То есть даже можно перца не добавлять, просто соевый соус и чеснок. Попробуйте, пожарьте, вы потом спасибо скажете. Если маринуете за 2 часа до готовки, то не разбавляйте соевый соус, просто наливайте обычный соевый соус. Если же хотите оставить мариноваться на ночь, разбавляйте соевый соус 1 к 3, то есть только треть соевого соуса, иначе пересолится. Вот так. Ну и просто раз в полчасика вот так перемешиваете. Все, с крыльями закрыли вопрос. По шашлыку из рыбы, конкретно по лососю, подходит вот такая штуковина. Берем лаймы или лимоны и немножечко соскабливаем цедру. Именно цедру, потому что вот эта вот белая часть, она горькая. А сверху вот эта часть зеленая или желтая у лимона, она именно ароматная. Сюда же фигачим столько же примерно, сколько и цедры, столько же и чеснока. Собственно, кидаем все это в мисочку, добавляем оливкового масла, вот так вот.
Добавляем вустерского соуса. Не обязательно, но он прикольно работает. Именно вустерский соус. Он как соевый, но такой более пикантный. И добавляем свежемолотого перца. В этой кашице обваливаем лосося. За час он отлично маринуется. Лосось как-то вот он очень-очень быстро впитывает все маринады, все запахи, все вкусы. Это вам не свиная шея. Единственное, чему не нужен практически никакой жидкий маринад, это куриные бедра. Они сами по себе настолько сочные, настолько мягкие и нежные, что, ну, специи нужны, само собой, ваши любимые. Но ни в кефирах, ни в айранах, ни в ананасах их можно вообще не замачивать. Ну, а я все же повыпендриваюсь, и я вот эти вот бедра сюда навалю, добавлю немного айрана, чтобы было просто люто мягким. Вы увидите, оно будет прям расползаться. И добавлю столовую ложку горчицы для аромата. И угадайте, что я добавлю еще для цвета. Копченой паприки. Копченая паприка офигенная. Вот так. Ой, пускай постоит. Еще раз говорю, это я чисто для цвета ее сейчас добавил. Пускай такое будет красненькое. Другое дело свиная шея. Важно! Лучший друг свиной шеи — это лук. Причем много лука, а точнее не сам лук, а его сок. И что касается лука, я вижу на куче каналов разных в ютубе одну и ту же шляпу. И это касается не только лука. Люди берут какие-то томаты, там ананас, лук, все что угодно, и они зачем-то шашлык прослаивают слоями. Кто-нибудь мне может объяснить, зачем это нужно? То есть я бы понимал, если бы это было красиво. Может, это для видео делается как-то. Потому что оно же все равно слоями лежит там внутри тазика. Там все равно ничего не видно. Перемешивайте все. Перемешивайте, чтобы мясо максимально обволакивалось маринадом. Вам вот этот слой лука нафиг не нужен. Вам нужно выжать из него весь сок, который будет ароматно мариновать и размягчать ваше мясо. Я надеюсь, это понятно. Не, я не против, народ, чтобы вы понимали. Я ни на кого не наезжаю, если человек хочет положить кусок свинины, слой, потом несколько колец лука, несколько томатов, несколько чесночин и потом опять слой, значит, свининки, дай бог здоровья. Я абсолютно не против, но типа в этом нет просто никакого смысла. Это все равно, что делать так. Маринуйся, мясо, маринуйся. На самом же деле просто нарезаем как-то вот так лук, как это делается по-правильному. Перекидываем его в какую-нибудь кастрюльку, тазик и что угодно. Берем столовую ложку крупной соли и с этой солью все это мнем секунд 20. Соль ломает лук, лук выделяет сок, сок маринует мясо. Посмотрите, сколько выделилось сока. Просто. Но есть и немного читерский вариант, если вам нужно промариновать мясо очень-очень быстро. Либо если вы вообще у вас нет ножей и вы не умеете резать. В труху нафиг просто в коктейль крошим лук в блендере, либо в кухонном комбайне каком-то. Либо, например, можно пропустить лук через мясорубку, но тогда вам мясорубку придется мыть, и это запарно. Получается вот такое вот луковое смузи. Я добавляю его сразу в кефир, потому что кефир, айран, любая кисломолочка, ну это тоже, поскольку уж сделали, добавим. Это мой любимый маринад. Вот это, друзья, великолепный, идеальный маринад. Кефир и лук примерно 1 к 1. Это божественно. Туда она, собственно, и идет. У нас там очень много лукового смузи, поэтому... Я думаю, пара часов край, это будет мягчайшая, ароматная, нежная свинина. Ну и мы сейчас не паримся над специями, повторяюсь. Там кориандр какой-то, перчик, вот это вот все. Пускай это просаливается помаленьку и размягчается луком. Зачем нам тут какие-то лавровые листы, там, не знаю, шафраны еще сверху накидать? Нам это не нужно. Пускай маринуется пока что в жишке. Теперь поговорим про мой любимый раздел, пока все там стоит, маринуется в теньке. Любимый раздел, относящийся к шашлыкам. Оборудование. Я в этом немножечко понимаю. Мне присылают кучу всякого барахла. У меня несколько газовых грилей, у меня куча угольных грилей, у меня несколько мангалов, у меня разные есть шампуры. Короче, про оборудование. Самое первое. Я повторюсь.
Газовое оборудование идет нафиг, если дело касается шашлыка. Это великолепный веберовский гриль, прекрасный, он уже сколько, 3 или 4 года работает, Серег, я не помню. Очень давно. Нажимаешь одну, просто так поворачиваешь, все, он загорелся. Это великолепно, классно, мы постоянно его используем, но газ... Честно говоря, я до сих пор не знаю, то ли он не дает какого-то запаха, то ли он не дает той температуры, чтобы жир капал и горел при нужной температуре. К сожалению, газ не дает вот такого аромата дымка. Так что все, закрыли вопрос. Но уж если кто-то мне скажет, типа, нет, друже, газ это то же самое, что и уголь, я задам один простой вопрос. Почему существует такое количество ресторанов, в которых реально готовят обязательно на углях? Почему? Ведь газ это проще, газ это в какой-то степени чище, безопаснее, это дешевле во много раз, чем уголь. Но нет, уголь дает этот вкус шашлыка. Далее мангал. Очень круто, если у вас есть нормальный ростовой вот такой вот мангал. Нам его подогнали от... Тут шильдик до сих пор есть, bestmangal.ru. Небольшой отзыв. Ну, он, конечно, облезает, то есть он ржавеет, это понятно, но он так ржаветь будет, наверное, еще лет 20 до того, как проржавеет насквозь. То есть нормальный, хороший, обычный мангал. Живучий, стоит под дождем, помаленьку ржавеет, но на вкус-то никак не влияет. Ну, кому надо, я не знаю, будем оставлять? Да, пофиг. Короче, все, что я сейчас буду показывать, люди, что мне там прислали бесплатно, я оставлю ссылки в описании. В этом ролике нет никаких спонсоров, никто не заслал денег, но Best Mangal прислали его давным-давно, сколько? 4 года назад или 5, я не помню. Вот он до сих пор стоит, да, ржавеет, но опять же, он так ржаветь будет еще лет 25. Ростовой мангал — это круто. Если же вы жарите на природе, не пренебрегайте покупкой отстойного, отвратительного, одноразового, обсосного, хлипкого мангала. Я так как бы его обосрал. Объясню, почему не пренебрегайте. Все очень просто. Вы, не купив вот эту штуку, бабки потратите не на нее, а на уголь. То есть угля нужно будет гораздо больше. Я сейчас покажу, как это происходит. Давайте проведем небольшой эксперимент. Вот у нас две абсолютно одинаковые чаши для розжига. Кстати, по поводу так называемых стартеров, то есть чаш для розжига. Очень удобная вещь, но... покупайте только брендовые. Я объясню почему. Вот эта штуковина веберовская, мы уже и перегрели ее много раз. И ручка вот здесь, короче, оплавилась. Понимаете, видите, изуродованная, чудовищно. И внутри она помаленечку вот так вот ржавеет. Но она работает. При этом мы покупали две дешевые чаши для угля, вот типа вот таких, и у них внутренняя сетка просто выпадает. Видимо, она припаяна на какой-то фиговый припой, поэтому ты покупаешь ее там за 500 рублей, такой, о, отлично, и она работает 3 розжига. А эта штука, да, она неказистая, все дела, и вот здесь поплавилась, я не помню от чего, то ли мы ее поставили на гриль, не помню, но она работает, вот и все. Чтобы вы понимали, когда вот эта вот сеточка выпаивается, вываривается, уголь вываливается вам на ноги, поэтому, типа, не экономьте на этом. Ну и вот сейчас мы проверим, насколько надежны эти чаши. Это дешевые чаши. Зажигаем один кубик. Зажигаем второй кубик. И абсолютно одинаковое количество угля ставим сверху. Ну вот, собственно, у нас разожглись две абсолютно одинаковых чаши для угля с абсолютно одинаковым углем, и тот, и другой побелел сверху. Давайте проведем элементарный эксперимент. Вот у нас две кастрюли воды, абсолютно одинакового объема, практически одинакового размера, и вода одинаковой температуры. Почему, блин, если есть возможность купить одноразовый хотя бы мангал, нужно его покупать? Высыпаем уголь сюда. И высыпаем, если у вас мангала нет, просто его, грубо говоря, на землю. Примерно одинаковые кучки, да? А теперь ставим кастрюльку, я понимаю, что у нее могут поплавиться ручки, сюда и сюда. И ставим таймер, смотрим, какая закипит быстрее. Погнали, посмотрим, какая вода закипит быстрее. И повторяюсь, абсолютно одинаковый уголь, абсолютно одинаковое количество. 10 минут 35 секунд прошло. Здесь все уже закипает, там реально пузыри, все дела. Я думаю, через пару минут закипит. А на этой кучке, которая лежит на земле, ничего практически не происходит. Да, она нагрелась, ну тут даже палец еще можно опустить, вроде нагрелась, а здесь практически уже кипяток.
Итак, прошло 22 минуты 30 секунд, и в мангале, одноразовом, отстойном, отвратительном мангале, все прекрасным образом закипело. Ну, практически уже бурлит, кипит, все дела. Тогда как то, что мы на землю поставили, тут оно горячее, но далеко от закипания, если честно. Какая мораль? Если есть возможность купить хотя бы одноразовый отстойный мангал, покупайте, потому что он не отдает практически жара в землю. Здесь мы сейчас согреваем песок, траву, дерн, все что угодно. Поэтому если мне скажут, вот у тебя мангал и 2 пакета угля, либо ничего и 4 пакета угля, я возьму 2 пакета угля и все-таки мангал, потому что комфортнее, потому что лучше, потому что подсасывается воздух через дырочки, и жар идет наверх. А здесь все расходится фиг знает куда, и вы просто греете дерн. Исключение в том случае, если вы ходите в какие-то очень далекие походы, у вас никаких мангалов нет, вы не можете их с собой нести, и у вас неограниченный ресурс леса вокруг. То есть у вас куча леса, вы можете навалить несколько елок, поджечь их с утра, и к вечеру у вас уголь будет, вам все равно сколько его и сколько он стоит, потому что он бесплатный. Но вы сами видите. По скриптум, спустя еще 10 или 15 минут эта вот штуковина продолжает стабильно кипеть и выкипать. Прям продолжает нормально кипеть, нормально выкипать. А эта штука спустя еще 15 минут даже не закипела. Вот такие дела. Здесь в землю мы теряем, наверное, половину жара или около того. Также, честно говоря, я не советую вам пытаться использовать дрова для того, чтобы получить уголь. Как делают уголь? При большой температуре дрова без кислорода прогреваются и превращаются в уголь практически такого же объема, как была дровина. Понимаете? Когда же вы просто дрова жжете, то вероятность, что у вас получится крупный, горячий, жаркий, большое количество нормального угля для шашлыка, вероятность это очень мала. Например, вот возьмем хорошие, обычные березовые дрова и подожжем. И посмотрим, сколько тут получится угля. Ну вот, прошло 20 минут. Блин, нормально же общались. Вроде как было много дров, все дела, они пока что горят, но угля с гулькин нос. Подождем еще минуток 30. Прошло еще где-то 15, 20, 25 минут, я не знаю. Вся наша башня обвалилась, нижние поленья практически исчезли, превратились в ничто, а угля до сих пор нормального нет. Его сколько там, есть какие-то маленькие кусочки. Где большие куски нормального угля? Его нет. Ладно, подождем, еще минут 10, я не знаю, но вы уже поняли, если у вас есть возможность взять реально пакет угля и на этом угле нормально пожарить, то не майтесь дурью, пытаясь сжигать деревья, доски, там чурбаки какие-то. Очень маленькая вероятность, что выйдет что-то нормальное. Ну что ж, прошло где-то, сколько, час мы где-то все это дело жгли. Тут даже что-то еще не догорело. Что мы получаем? Мы получаем несколько горсточек подернувшегося пеплом маленького-маленького угля. Жар здесь есть, но я бы сказал, что одну порцию шашлыков, одну партию шашлыков на таком количестве угля можно было бы пожарить, а потом он превратится чисто в пепел, в труху. Собственно, так и делали наши с вами бабушки, дедушки, мамы, папы. Я у бати, у мамы сейчас спросил, они говорили, да, просто наваливали дрова, их, собственно, сжигали и надеялись, что дрова такие, что адекватное количество угля получится. Зачастую они прогорали практически в ничто, шашлыки не удавалось дожарить, нужно было что-то опять разжигать, веточки какие-то подкладывать, то есть вот такая свистопляска. Мораль. Если есть возможность достать нормальный уголь, большой, крупный, румяный, малиновый, плотный уголь, не майтесь сжиганием чего бы то ни было. Но опять же, если только у вас не неограниченное количество леса вокруг, сухого, который просто... То есть мокрый лес, он будет как-то гореть, вообще сразу превращаясь в пепел. В общем, вы поняли. Что это такое? Можно ли на этом жарить? Ну, можно. Малюсенькие такие уголечечки, они, по-моему... Да, они уже, честно говоря, не очень. Хотя вроде много дров сожгли. Теперь очень быстренько я забазарю за уголь. Так получилось, что у меня сейчас на даче есть запасы угля от Камада, у меня есть веберовский прессованный уголь, у меня есть вот такой вот Big Block, опять же Камада Джоевский, у меня есть немножко угля Big Гринеговского осталось, и у меня есть самый дешевый уголь, который вы можете купить на любой заправке, он называется
Я не знаю, как он называется уголь древесный круглый год. Сразу оговорюсь, вот эти вот брикеты Камада, которые здесь лежат, они горят очень жарко и очень-очень долго, но пылят и, скажем так, они сначала горят супер жарко, потом покрываются пеплом, и они великолепны для копчения, либо, наверное, для ресторанов, то есть где вам нужно 6 часов жарить на одной закладке вот такого вот угля. Этим же грешат и веберовские вот такие вот прессованные штуковины, прессованные брикеты. То есть это не куски угля, это какая-то прессованная угольная труха, я не знаю. То есть они все одинакового размера, они, опять же, очень сильно пылят, они очень горячие. Но привыкнуть к ним достаточно тяжело. Все-таки, когда я жарю шашлык, а этот выпуск про шашлык, я предпочитаю просто уголь. Поэтому Камада, брикеты вот эти камадовские и брикеты веберовские мы отставляем. Они дорогие, классные, для копчения, великолепно. Но я бы не сказал, что для шашлыка. И смотрим, что же такое, например, камадовский Big Block и что такое уголь древесный круглый год. Ну, я не могу вам показать, что такое Big Green Egg, там осталось совсем чуть-чуть, но он почти такой же, как Big Block, только поменьше кусочки. Чтобы вы понимали по цене за килограмм, вот этот Камада Джоевский Big Block, он стоит около 290, короче, 300 рублей за килограмм. Тогда как вот этот круглый год с заправочки, он стоит около 55 рублей. То есть 55 рублей за килограмм и 300 рублей за килограмм. Но здесь есть небольшое лукавство. Посмотрим, что мы получаем внутри. Я прямо при вас разрезаю пакет и полностью, у меня тут дверь, пофиг, я просто высыплю. Срань господня. Я думал, все будет получше. Я думал, все будет получше, народ. А где уголь-то? Народ, ну 300 рублей и 50 рублей, но это... Народ, чтобы вы понимали, я его там не мял, не пинал, ничего. Мы просто купили его позавчера на заправке. Это просто обычный пакет того, что вы купите. Я вот честно, вот вам крест. Я его не мял, не пинал, ничего не тряс. Это действительно вот такая срань продается. Здесь сколько? Здесь 200 грамм угля-то наберется или нет? Ладно, давайте я прямо при вас разрезаю Big Block. Big Block, пожалуй, мне не нравится только одним. Он слишком big. То есть это прям уголь, прям здоровенные вот такие штуковины. Прям их нужно зажигать, и некоторые даже нужно разбивать кочергой. Но как на этом жарить, я не знаю. Народ, оно в 6 раз дешевле. Но в 6 раз дешевле что? Что это за дерьмо вообще? Что это за срань? Посмотрите, как, что? Это что, опилки? Что это за труха? Откуда они это взяли? Как они это делают? Я не знаю. Вот это уголь. Здесь отход, блин, 2 горсточки вот такой вот фигни. Остальное это уголь. Его даже мельче нужно делать. Вот так как-то. Решайте сами. Решайте сами. Конечно, промежуточный какой-то вариант это там веберовские вот такие брикетики. Они пылят, безусловно, да, но не знаю. Это всяко лучше, чем жарить вот на таком. Это капец, а где уголь? Я реально, я думал, что будет получше. Обычно бывает получше. Я не специально для видео, это просто вот так вот. То есть мы 50 рублей за килограмм, и вот это, бляха-муха, вот это все. Ну вот смотрите, 50 рублей или 300 рублей, но вот это. Я думаю, что все-таки лучше 300 рублей, но вот это. Но каждый решает сам для себя. Серьезно, я не ожидал, что так плохо будет. Следующее барахло, конечно, которое вам, скорее всего, понадобится, это, ну, по возможности, конечно, просто обычная газета. Обычная газета работает клево. То есть просто комкаете газету, пихаете под стартер, и стартер у вас запускается. Но удобнее все-таки, чтобы у вас был какой-то розжиг. Сейчас мы протестируем 4 разных розжига. Это вот такой веберовский кубик. Это сухое горючее следопыт. Самое дешевое среди всего этого это вот такие вот, как это называется, сухое горючее, криво отламывается. Я 2 штуки сразу положу, чтобы было. И вот такая вот, не знаю, стружка пропитанная
не знаю, чем, парафином, фиг его знает. Чтобы вас сильно не парить, вот эта вот штуковина, ролл для розжига, стоит 19, короче, я буду округлять, 20 рублей за штуку, 13 рублей за штуку, 11 рублей за штуку и 3 рубля за штуку, но здесь их 2, потому что пусть будет. Мне кажется, что одна фиг за... Хотя ладно, 3 рубля за штуку, окей. Мы запустили таймлапсик, вот он идет, вот таймлапсик идет, щелкает. Вы сейчас его увидите, но я сразу же скажу по своему опыту. Вот эта вот штуковина свернутая, она горит слишком жарко, я бы так, газ я уберу, даже, пожалуй, избыточно и достаточно дорого стоит. Спиртовые таблетки, какие бы они ни были, фига себе, у меня тут на iPhone несет огонь. Спиртовые таблетки иногда не поджигают уголь в стартере. То есть они горят при какой-то, не знаю, при маленькой какой-то температуре, она горит. Но иногда недостаточно этого, чтобы поджечь. Вот эти вот кубики, самые дешевые, они прикольные, но для того, чтобы поджечь, нужно отламывать, использовать 3, 4, 5 штук. То есть у них пламя не очень высокое. Самое лучшее это вот такие вот веберовские. Они идеально и поджигают, и долго горят, и при этом относительно недороги. Вот. Так что вот мое мнение, что Weber в плане поджигайки победит. Но он не победит вот этот скрученный ролл, само собой, но он и стоит, сколько там, блин, в 2-2,5 раза дороже. Вот эта штука, она уже практически сгорела, смотрите, половина прогорела, я здесь руку могу держать, то есть она реально иногда уголь не поджигает. 4 минуты я, пожалуй, зафиксирую смерть спиртовой таблетки и зафиксирую смерть вот этого вот кубика. Почему? Потому что их пламени, вот здесь, ну, народ, все, оно не горит. Их пламени уже недостаточно, чтобы зажечь хоть что-то. Оно будет тлеть, может оно еще 10 минут будет тлеть, но пламени уже недостаточно, чтобы облизывать уголь в стартере. 7 минут Weber тоже, собственно, заканчивается, уже можно вот так руку держать, то есть, ну нет, чуть горячо, но все, уже, собственно, можно сказать, что он не работает. Ну и вот эта вот скрученная фиговина, но нужно понимать, вот этого хватает 100%, чтобы поджечь уголь. Вот этого хватает более чем, но оно в 2 раза дороже. 9 минут, все, единственное, что горит у нас, это вот эта вот штуковина, но да, фиг с ней, я ее потушу. Есть, конечно, и жидкие розжиги, жидкость для розжига пикник, жидкость для розжига шут его знает профессионал, и есть гели для розжига. А все это полное говно, жидкости, потому что они пропитывают уголь и они не прогорают. Понимаете? То есть они вроде как разжигают, прекрасно они разжигают, лучше вообще все бензином полить, но они продолжают немного пахнуть, потому что они впитываются вглубь. Уголь — это абсорбент, и они вглубь впитываются. Немного лучше гель для розжига, но он горит как говно, если честно. Я ни разу ни одного нормального геля для розжига не видел. Он такой заспиртованный желатин непонятный, он горит, но он как-то обволакивает кусок угля и горит сверху, и уголь сам не поджигает. Ну вот смотрите. Окей, типа гель для розжига, и, предположим, у нас будет жидкость для пикника. Посмотрите на это. Посмотрите, она сразу впитывается в уголь, уходя внутрь. Просто сразу. Ну, само собой, это все прекрасно поджигается и прекрасно горит. Но вот вы видите, жидкость для розжига, которая вонючая, она горит, а гель, что он делает? Он вообще горит или нет? Да шут его знает. Вроде горит. Вот поэтому гель для розжига фигня. Вот что он горит вообще? Где огонь-то? Что-то вроде какие-то язычки пламени малюсенькие, а что занимается вообще уголь-то? Вроде нет. Но и чтобы вы понимали, насколько я вижу, этот гель, он потух вообще или вроде горит, но ничего с углем не происходит, я хрен его знает. Хотя налили-то дофига. А нет, что-то там еще. Ну, короче, ничего он не делает практически. А эта штука воняет, как, блин, 50 бочек соляры. Поэтому вот все эти жидкие розжиги, вообще нахрен мы их выбрасываем, не используйте их. Используйте их только, чтобы костер поджигать, который у вас там целиком сгорит, на котором вы не будете готовить. Но и, собственно, этот обычный вонючий розжиг тоже практически закончился. И что-то я не вижу, чтобы что-то разгорелось. Вот здесь чуть-чуть беленькое занялось, и все. Так что, ну нафиг. С мангалами разобрались, с углем разобрались, с розжигами разобрались. Теперь еще кое-что про оборудование. Это шампуры. Шампурчики. Фишка в чем?
Лучше один раз в жизни купить комплект нормальных шампуров и по кайфу жарить, чем постоянно закупаться какой-то дрянью в виде вот таких вот уголков, которые гнутся просто вот так. Очень вкратце, что такое нормальные шампуры и что такое фиговые шампуры. Показываю. Вот это вот совсем фиговый шампур. В чем его тема? Это такой, ну он не одноразовый, но это такой уголок, который вы просаживаете сквозь мясо, и он крутится там вообще как хочет, понимаете? Кусок мяса крутится на нем. Вы пытаетесь повернуть кусок мяса нежаренной стороной, но он проворачивается, потому что это, полмиллиметра металла, и это полный капец. Не советую. Получше это вот такой вот кованый шампур, он пошире, само собой, пошире, чем вот этот непонятный уголок. Ну, неплохо, можно жить. И самое офигенное это вот такой вот плоский шампур. Как бы вы ни поворачивали, кусок мяса на нем всегда прекрасно держится. И прекрасно он держится. Знаете, вот эта вот штука, вот вы кладете ее на мангал, и вот она ворочается туда-сюда. Эта маленькая штуковинка, она проворачивается под любым кусочком мяса как угодно. И люди начинают прессовать шашлыки, чтобы один шашлык поддерживал другой шашлык и всякое такое. Просто не покупайте это, вот и все. И другое дело, вот такой здоровенный, толстый, острый шампур, на котором все что угодно, вот его вот хрен провернешь. То есть не провернется кусок мяса сам по себе. Ну, с усилием, конечно, можно, но сам по себе кусок мяса не проворачивается. Это офигенный шампур. Ну и если вы совсем какой-то извращенец, который любит жарить на мангале, например, куриные голени, длинных креветок больших каких-то, вы можете купить вот такой вот шампур, который выглядит как два вот таких вот усика. Вот, то есть вы на них что-то насаживаете и вот так вот поворачиваете. Дырка, то есть отверстие в мясе получается небольшая, две таких спицы, но при этом все получается достаточно стабильно. Другое дело, что времени для этого нужно много, то есть нужно нанизать здесь, как бы запарнее. Лучше всего вот такой вот просто толстый шампур. Все, что осталось, это начать жарить. Но, как вы помните, я сказал, разделяйте жидкий маринад и маринад со специями. У нас здесь есть вот такой вот тазик с нашим луком, с кефиром, с айраном, со всеми делами. Тут все промариновалось вообще просто в мясо. Объясняю. Есть такой нюанс. Видите, здесь налипла куча лука. Если вы его месили в блендере, он реально налипает вот такой вот луковой кашей. Обязательно его нужно смыть. Вы скажете, но я же смою вкус. Нет, все, что нужно, уже впиталось. А то, что сверху, то есть луковый жмых так называемый, луковый сок, луковая труха, это чистый сахар. Как только влага выпарится над мангалом, все это дело превратится чисто в сахар и начнет гореть. Все, что нужно, уже пропиталось внутрь. Посмотрите, даже шашлык изменил свой цвет. Все прекрасно. Нам нужны только специи, наши любимые специи. А вот лук, лишний лук, если вы в блендере делали, там в комбайне, вот эта вот каша, ее нужно смыть. Чтобы вы понимали, смывать жидкий маринад нужно только в том случае, если там много сахара. То есть, если это лук, который будет гореть, карамелизоваться и будет становиться черным и горьким. Если это, например, какой-нибудь томатный сок или пиво или айран, то можно ничего не смывать. Просто берем и в воде смываем. Вот смыли, все. Все, промаринованный кусок мяса, ему больше ничего не надо, кроме специй. Вот, промытый от всего, от лишнего лука, от лишнего кефира, шашлык промаринованный, но без специй. Короче, специи идут отдельно. Я возьму немножечко зиры и немножечко кориандра. Вот так вот. Примерно 1 к 1. И просто перемесю все это дело в труху. Свежемолотые специи всегда ароматнее. Добавляем немножко соли. Можно еще чуть-чуть помесить. И чтобы специи раскрывались, ливанем туда немножко маслица. Здесь могут быть любые специи по вашему желанию. Это я добавляю там немножко зиры, немножко кориандра. Вот. Теперь вот это не будет плавать в куче непонятного кефира, воды и всякого. Это уже специи, это уже аромат. Теперь рассказываю небольшой лайфхак. Не обязательный. Короче, даже если вы не любите томатный маринад,
А, да, кстати, я забыл сказать. Если вы любите томатный маринад, это не значит, что нужно резать помидоры и кусочками прокладывать шашлык. Я думаю, это понятно. Нужно купить нормальный томатный сок, чтобы там все промариновалось. Но неважно. Даже если вы не любите томатный маринад, добавьте немножечко, вот так немножечко, буквально треть стаканчика, добавьте к шашлыкам. Они абсолютно становятся при жарке другого цвета. Они становятся такие красновато-малиново-аппетитные, короче. И с этой же целью можно сыпануть немного паприки. Она практически, не даст никакого офигенного вкуса и всякого такого, но цвет у кусков будет офигительный, золотистый, румяный, красноватый. Вот такие вот лайфхаки. Сейчас мы начнем все жарить, но я кое-что еще хочу сказать. Народ, хватит, перемежать мясо луком. Хватит, перемежать мясо луком, потому что у мяса и у лука разное время приготовления. Все, чего вы добьетесь, это луковое кольцо, которое из-за того, что там куча сахара, оно сгорит снаружи, а внутри останется вареным. Нафиг вот так делать, я не понимаю. Но люди продолжают это делать, и кому нравится, окей. Если вы хотите сделать гарнир, сделайте отдельный овощной шашлык. Я показывал, как его делать еще лет 6 назад или около того. Просто нарезаете картошку, все что угодно и перемежаете маленькими кусочками сала. Но в идеале, если у вас есть вот такая вот жировая сетка. Кто-то скажет: о боже, отвратительно, это же куча жира. Не волнуйтесь, весь этот жир вытопится. Например, у нас есть кабачок. Нарезаем кабачок. Это может быть баклажан или что угодно еще. Нарезаем. У нас есть картоха. Берем и нарезаем примерно так же картоху. Плотная картоха. Отлично. Ну и пусть будет, нарезаем толстыми кольцами лучок. Печеный лучок — это прекрасно. Само собой, солим все это дело вот так нормальненько. Солим. Свежемолотый перец. Такая небольшая сносочка. Пусть будет. Это могут быть и помидорчики, и баклажаны. Я не знаю, даже, наверное, репа. Но я не уверен насчет репы. И насаживаем, например, картоха, кабачок, лук, картоха, опять кабачок, опять лук, опять картоха. Я думаю, вы поняли. Опять кабачок, опять лук. Превосходно. Теперь все это дело заворачиваем вот так в жировую сетку. Вот так вот. Отрезаем. То есть здесь у нас этой жировой сетки на пару шампуров хватит. И даю... Что это за волосина? Господи, такая куча животных везде. И даю офигительный совет. Бывает, что удается достать жировую сетку супер тоненькую, тогда просто в нее заворачиваем и прямо жарим на небольшом газу, на небольшом огне. Если она вот такая толстенная, а у меня она вот такая вот толстенная, то сначала заворачиваем в фольгу, и в фольге она вытопится. Это как бы внутренний животный жир или типа того. Он очень быстро растапливается. Там все это прожарится, как во фритюре. А потом открываем и дожариваем. Показываю. Конфета. Что по поводу насаживания шашлыка на шампур? Все очень просто. Не слепляйте их. Дайте пространство. Чем больше пространства, тем, собственно, больше будет корки. Чем больше корки, тем больше вкуса. То есть берем, нанизываем и оставляем между ними чуть-чуть вот так место. Но это не значит, что нужно на шампур насаживать там один шашел, предположим, да? Но чтобы корочка была со всех сторон. То есть не нужно делать из них слепленную воедино колбасу. Это я вам точно говорю. Примерно вот так вот, просто прекрасно. Видите, пространство между каждым кусочком есть. То есть тут даже можно поплотнее, вот так. То есть будет шашлык с коркой. Что касается рыбы, вы помните, что у нас был шашлык с рыбой. То же самое. Продеваем вот так. Насквозь. Так как у нас шампур плоский, то ничего у нас не будет ворочаться. Вот даже вот сюда. Вот так. Вот так. И третий кусок поместится тоже сюда. Прекрасно. Лосось. Обожаю лосось. Вот так я в руку возьму. И вот так. Отлично. Ну и про крылья вы тоже помните. Ну, бедра, крылья, пофиг. На самом деле они делаются абсолютно одинаково. Выкладываем на решетку и жарим.
Другое дело, что бедра можно выкладывать очень плотно, потому что они усаживаются. Крылья усаживаются не так. Вот, на решеточку у нас помещается порция. На пару людей под пивасик более чем хватит. У меня тут пара стартеров, один из которых огромный. Насыпаем уголь. Вот. И следуем простому правилу. Пока уголь малиновый, красный, на нем готовить нельзя. Очень жарко, он должен целиком подернуться пеплом. Мясо туда класть пока что еще нельзя. Посмотрите, здесь супер все горячее. Но наша колбаса с овощами, с холодными овощами в жировой сетке, она долго будет прогреваться, никогда не сгорит, поэтому пускай она уже начинает прогреваться. Прошло минут 10, овощной шашлык в фольге только-только начинает шкварчать. Он очень медленно прогревается, там начинает плавиться жир. Окей, пофиг. Смотрите, чуваки, если бы мне сейчас сказали, вот ты тогда раньше какой бы мангал себе купил, я бы купил в 2 раза больше. Зачем нужен большой мангал? Не для того, чтобы приготовить еду на футбольную команду одновременно, там 20 человек приехало и... Нет, не ради этого. Ради того, что у вас одна часть мангала может быть супер жаркой, вторая часть мангала может быть еле теплой, а третья просто для отдыха мяса. То есть у вас есть место. То есть этот мангал, вам кажется, он здоровый какой, наверное, можно шампуров 12 положить. Да, можно, но фишка в том, что чем больше пространства, тем больше пространства для творчества и для удобства. Например, здесь я могу жарить, у меня здесь супер жар, потом чуть-чуть подогреть здесь, а здесь оставить отдыхать. И чем у вас длиннее мангал, тем это удобнее. Пора выкладывать мясо. Наша чудесная свининка. Видите, уголь подернулся пеплом. Вот, там еле-еле какие-то малиновые вкрапления в угле видны. Это то, что нам нужно. И здесь есть небольшое правило. Оставь шашлык и дай ему поготовиться. Раньше я был дурачком, но не дурачком, я типа был несведущ в этом деле. И я думал, что чтобы ничего не подгорело, нужно постоянно его ворочать каждые 15 секунд. Нет. Фишка в том, что если вы будете ворочать шашлык постоянно, как, например, на каких-нибудь автоматических шампурах, типа он постоянно крутится, вы минут через 10 увидите, что он полностью готов, он уже, ну ладно, через 15 минут, он уже начинает подсыхать, но корочки нет. Почему корочки нет? Вы не дали времени. Дайте образоваться небольшой корочке, дайте ему начать готовиться с одной стороны, с другой стороны, а потом уже вот так вот ворочайте. Пускай полежит пару минут. Ну и я уже говорил как-то на своем канале, если под шашлыком что-то горит, не пытайтесь заливать водой, это бесполезно. Туда просто капает жир, ваша вода испаряется практически мгновенно и там загорается опять. Используйте соль. Если что-то горит, просто подсыпайте вот такую крупную или мелкую, не так важно, соль. Когда жир капает в нее, то есть в соль, она его впитывает и там больше не загорается. Ну и плюс, вы можете, конечно, использовать песок, но не сыпьте песок на ваш шашлык. Какая-то корочка, какой-то цвет начал образовываться. Точно то же самое нужно сделать с другой стороны. Вот, кстати, шкварчит, прям шкварчит. Прекрасно. Ну, у нас есть еще место, поэтому давайте на это место положим лосося. Что касается рыбы, она готовится очень быстро, на большом жару, схватывается прекрасно. На самом деле она готовится минут 8-10 вот на такие куски, вот более чем. Буквально пара минут, и лосось уже получает корочку в самом горячем месте. Ну и, собственно, шашлыки из свинины тоже. Вот они, с корочкой и с той, и с другой стороны. Вот теперь их можно ворочать постоянно. И да, народ, сразу предвидя комментарии типа «А тут пригаренка», оговорюсь, я всегда жарю мясо на углях так, чтобы на каждом кусочке были микрозашкваринки и корочка. На мой взгляд, в этом заключено 30% вкуса шашлыка. Конечно, я могу ворочать его каждые 15 секунд и просто запечь без корки. Но с таким же успехом я могу просто свинину в духовку запихать. Когда шашлык превращается практически в
то, что нужно по цвету, по консистенции. Вот. Кстати, заметьте, насколько он алый, вот такой розовый, аппетитный. Знаете почему? Это из-за томатного сока. Вот, это из-за томатного сока. То есть он начинает, типа, румяниться так, и он не бледный, он такой мега золотистый. Это не потому, что он хорошо промаринован или еще что-то, это чисто томатный сок. Так вот, разгребаем немного угля в сторону. Здесь уже жар будет не такой, чуть-чуть угля. И пускай он там полежит 10-15 минут, чтобы не было такого, что кто-то жалуется, что там что-то сырое. В это время... Ох ты, ё-моё, корка, смотрите, какая корка. О, это у нас лосось. Давайте подержим его еще вот с этой стороны. Немножко подержим. Так, его нужно поджать. Вот, отлично. При этом это колбасень, пускай жарится. Это овощной шашлык. Он там может жариться очень долго. Я даже не уверен, что он еще до центра прогрелся. Вот так, на мой взгляд, выглядят правильные шашлыки. Быстро сделанные, быстро прожаренные, не сгоревшие, румяные, золотистые, горячие, промаринованные. Ну, типа, это нормальный шашлык по моей версии. Лосось готов очень быстро, и он настолько мягкий, настолько нежный. Я даже думаю, что мы его немного как-то передержали. Вот. Он все равно сочный внутри, с коркой снаружи. Вот. Ну, ёкаламна, надо попробовать. Чесночный лосось. Это чесночно-оливковый лосось с небольшим ароматом цедры. 0 вопросов. Честно говоря, небольшой фанат мега-шашлыка какого-то из рыбы. Он просто вкусный, но лосось почему-то, то есть рыба почему-то не впитывает вот столько аромата, шашлычного аромата, как там свинина, говядина или курица. Она просто, ее можно было бы пожарить на сковородочке также. Она классная, ну серьезно, 0 вопросов. Это сочные куски офигенного лосося, прям охренеть. Но что это что-то особенное, сказать не могу. Просто хорошо замаринованный лосось можно было бы пожарить в сливочном масле, например. Что касается свининки, ну, это весь наш проект делался ради свининки на самом деле. Берем ее, кладем куда-нибудь на лаваш. Вот так. Можно прямо на шампурах, можно вот так сдвинуть. Вот, прямо вот. Вот так. Господи, это пахнет просто охренительно. Лосось-то бог с ним. Вот это пахнет. Так. Отлично. И сдвигаем. А теперь смотрите. Если у вас есть какая-то свежая зелень, пока все это дело горячее, петрушка, укроп, вот так все это дело засыпаем и заворачиваем отдохнуть. Это одна из таких ключевых тем. Вот вы завернете отдохнуть, там оно останется супер сочным и пропитается ароматами трав. Дайте шашлыку отдохнуть хотя бы минут 10. Посмотрите на это. Посмотрите на эти шашлыки. Это просто божественно. Да, кстати, петрушку, укропчик не кладите в маринад. Нафиг не надо. Они работают, вот эти вот ароматы свежих летних трав работают, когда вы все это накрыли и оно пропиталось. Не нужно их добавлять в сушеном виде или еще что-то. Извините, что чавкаю. Я скажу вам так. Возможно, кто-то в России или на планете, в США, в Грузии, я не знаю где. Возможно, кто-то делает вкуснее. Фишка в том, что я был много раз в Москве и тестил много разных ресторанов и доставок. Я живу в Санкт-Петербурге. Я тестил практически все доставки в Санкт-Петербурге. Я часто бываю за городом в каких-то там походных кафешках, придорожных кафешках. Вот это вкуснее, чем делают все они. Вот все они делают менее вкусно. Тоже вкусно делают, но вот это лично для меня самое вкусное, что я могу сделать. Без базара. Это охренительно, это божественно. Закрываем, оставляем в тепле. Овощной шашлык пока что жарится. И это при том,
что я добавил еще угля. Бедрышки и крылышки. Вот тоже, видите, все белое, слегка малиновое. Пеплом подернулось. Можно выкладывать. Я даже как-нибудь вот так вот выложу, чтобы было. Вот для этого нужен длинный мангал. У меня даже не самый длинный мангал. Жарим. Так, ну, ах ты, горячо-то как. Бедра жарятся прекрасно. Наши с горчичкой. Кот. Я не могу снимать твой проект. Блин, кот, задолбал, это мой проект, я тут шашлыки делаю. И переворачиваем крылья, тоже они подзолотились уже немножечко. Ну и, наверное, вы заметили, что вот эта вот колбасень, она все жарится и жарится, она здоровенная и в фольге. Скоро ее распакуем, вы увидите, что там внутри. Ну, на решетках вообще все жарить очень просто. Берем, выкладываем на лавашек и... А нет, с другой стороны, вот так на лавашек. И немножко тыкаем, чтобы оно отлипло от решетки. Так, ну, типа того. Давайте попробуем. Супер сочные бедра. Короче, снимать очень тяжело, когда куча собак вокруг. Окей. Бедра во много раз сочнее и во много раз нежнее, чем грудка. Это факт. Вроде и корочка есть. Посмотрите. И прожарились полностью. И все дела. А все равно насколько же, блин, сочные бедра. Сладость горчицы еле чувствуется. Ну, просто прикольно. Ну и что касается куряки. Вот. Все шквартит просто капец. Давайте снимем. Тоже откроем. О. Само собой оно тут где-то прилипает, но здесь нужно воспользоваться вилочкой. Вот. И оно все отваливается просто мгновенно, все великолепно. Давайте попробуем, например, вот это вот крылышко. Но много лет подряд соево-чесночные крылья остаются одним из самых вкусных блюд, которые я могу сделать на гриле из крыльев и приправ. Соевый соус и чеснок божественно сочетаются. Серьезно, очень-очень советую. Максимально просто, то есть затрат ни на сколько, и при этом профита на 100%. Мы делаем так всегда. Так, а вот наша колбасочка, зацените. Это жир. Это жир. Но это лишний жир, который нам не нужен. Давайте раскроем. Она жарилась, пока мы жарили все вот эти шашлыки, она жарилась. Вот наш очищенный от фольги овощной шашлык. Посмотрите, во что жировая сетка превратилась. Чисто шкварочки. И тут все полностью готово. Можно, я не знаю, тут все настолько мягкое. Вот поэтому мы в фольге готовили, что просто разваливается. Вот это настоящий овощной, так называемый шашлык. Ну, разве что можно, не знаю, на какую-нибудь сеточку положить, подрумянить. Вы посмотрите на это. Просто хрустящие шкварки. И в этих шкварках картофель, лучок жареный. И можно вывалить вот сюда все эти овощи. Вот они полностью соленые, проперченные, прожаренные. Посмотрите, видите, типа супер нежная. Так это и работает. Тестируем. Ну, обжаренный лучок и, блин, вот эта вот сетка жировая со шкварочками. Она божественная, несмотря на то, что практически весь жир вытопился. И с кабачком ее возьму. И картошечка соленая, печеная картошечка, пожаренная в сале. Ну, как-то так, понимаете, вот это овощной шашлык, а не то, что типа, о, мы нормальный свой шашлык из мяса прослоим помидорами, которые сгорят, там отвалятся, еще что-то.
сделайте отдельно овощной шашлык. Вы не пожалеете. Вот такой вот был видосик. Мы его снимали весь день. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Огромное спасибо тем, кто на меня подписан. И если у вас есть свои какие-то лайфхаки, какие-то трюки, какие-то рецепты, какие-то маринады, если вы хотите что-то добавить, огромное спасибо всем, кто пишет это в комментарии. Я на 2019 год вкуснее и лучше сделать не могу. Ну, так, отлично. У нас пришел шашлык неприготовленный. Шашлык. Так, ну что, ты-то что? Что, без тебя ничего не может ни начаться, ни закончиться, Дюша. Так, отлично. Ну вот, у меня плечевой кот. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Пишите комментарии и всякое такое. Реально, это попукот. То есть кот-попугай. Кушайте много, кушайте вкусно. С вами был славный дружа Обломов. Всем пока.